Орхидеи – растения тишины. Они рождаются там, где воздух наполнен влагой и светом, где каждый ствол дерева – как лестница в небо, а каждый луч солнца – приглашение к цветению. Их лепестки похожи на дыхание леса, тонкие, почти прозрачные, как если бы сама природа попыталась рассказать о хрупкости момента. Но в этой хрупкости удивительная сила. Орхидеи растут на грани возможного, на стволах деревьев, в тени дождевых облаков, в местах, где жизнь держится за каплю воды и теплый воздух. Они умеют сохранять красоту там, где нет ни почвы, ни опоры, и, может быть, поэтому так трогают человеческое сердце. Всем привет! Меня зовут Алина. Здесь я рассказываю об ароматных и сакральных растениях, о том, как их аромат, форма и история соединяют внешнее и внутреннее, вспоминают о глубинной памяти и о том, что делает нас живыми. В конце каждого выпуска делюсь личным опытом, о взаимодействии с этим растением и о том, что его аромат пробуждает в глубине подсознания. И спасибо, что вы здесь, слушаете, делитесь, оставляете свои отклики. Сегодня я расскажу об орхидеях, растениях тайны, красоты, выносливости. И о том, как одна из орхидей, ваниль, подарила миру аромат, в котором тепло земли встречается с дыханием небес. Орхидеи – удивительный род растений. Их больше 30 тысяч видов, и многие из них живут не в земле, а в воздухе. Крепятся к коре деревьев, к камням, к ветвям, удерживаясь за жизнь тонкими серебристыми корнями. Они растут медленно, иногда почти незаметно. Месяцы, а то и годы уходят на то, чтобы маленький побег набрал силу и сделал шаг к будущему цветению. И, может быть, именно в этом раскрывается их символика. Орхидеи напоминают о развитии внутреннего мира человека, о процессе тихом, бережном, скрытом от глаз. Мне очень близок этот хрупкий мир становления человеческой души, когда маленькие движения внутри со временем превращаются в зрелость и в ту красоту, которую нельзя увидеть заранее. Все важное происходит глубоко, пока человек учится вниманию, терпению, дыханию. Но когда этому внутреннему росту дают пространство и заботу, когда душа находит свою опору, в какой-то момент она раскрывается, так же, как орхидея. Не ярко, не громко, а удивительно красиво. Словно из глубины выходит свет. Когда говоришь об орхидеях, путь почти всегда начинается в Китае. Здесь, среди влажных горных ущелий, где туманы поднимаются, как белые драконы, а лес дышит медленно и глубоко. Орхидеи росли задолго до того, как человек попытался их приручить. Они впитывали прохладу камней, воду из тонких ручьев и свет, который в горах особенно прозрачен. В старых китайских книгах слово «орхидея» почти всегда означало цимбидиум энсифолиум, ту самую утонченную горную орхидею, которую называли лан, цветком благородного сердца. Ее аромат был настолько мягким и чистым, что Конфуций сравнивал его с обществом благородных людей, тех, чье присутствие делает пространство светлее. Он говорил, что орхидея растет в пустынных ущельях, так же спокойно, как человек высоких принципов живет среди людей, не теряя себя. И действительно, китайцы видели в орхидее идею внутренней чистоты. Цветок, который появляется не в шумных долинах, а в укрытых от мира местах, несет в себе тайну. Красота не должна кричать, чтобы быть настоящей. В мифах орхидеи связаны с легкими невесомыми духами гор. Считалось, что они появляются там, где горы говорят шепотом, где пространство настолько чистое, что мир слышит сам себя. Некоторые легенды рассказывают о странниках, которые, идя по горам, вдруг чувствовали тонкий аромат и понимали: рядом живет дух,
благосклонный к их пути. Аромат орхидеи считали знаком удачи и честности. Он будто говорил: «Ты идешь туда, где твоя душа не потеряет свет». Но самое удивительное – то, как орхидеи вошли в китайскую культуру. С VIII века художники начали изображать их тушью. Это была не просто живопись, а практика. Способ настроить сердце на тишину. Тонкие длинные листья орхидеи требовали движения кисти, похожего на дыхание. И художник должен был не просто копировать растение, но сопереживать его ритм. Орхидею рисовали, чтобы воспитать в себе мягкость, достоинство и внимание к малому. Есть старое предание. В одном селении жил мастер каллиграфии, который каждый месяц уводил учеников в горы. Они поднимались к месту, где рос один единственный куст орхидей. Ученики ждали какого-то откровения, какого-то мудрого наставления. Но мастер просто садился напротив цветка и говорил: «Смотрите, как растет душа». Из года в год они возвращались, и каждый раз казалось, что орхидея почти не изменилась. Но однажды один ученик заметил: листья стали плотнее, цветок глубже, и весь куст словно дышал спокойнее. «Это и есть путь», — сказал мастер. «Меняться не ради зрителей, меняться так, как растет орхидея, изнутри, медленно, но верно. И только тому, кто смотрит сердцем, видно, как это происходит». Орхидея стала частью 4 благородных растений, вместе с бамбуком, сливой и хризантемой. Каждая из них представляла качество, необходимое человеку, стремящемуся к внутреннему пути. И орхидею выбрали за ее способность хранить чистоту, даже в тени. Но, как и многие растения, орхидея была не только символом, но и лекарством. Особое место занимали лекарственные виды, например, знаменитый дендробиум нобеле, который китайцы называли шиху – камыш камня. Его использовали для укрепления легких, восстановления энергии после болезни, для улучшения зрения и продления молодости. Настой из дендробиума считали напитком жизненной силы. Он увлажнял внутренний огонь, помогал от усталости и усиливал ясность разума. Монахи в горах добавляли сушеные стебли орхидей в свои отвары, когда готовились к длительным медитациям. Считалось, что аромат и вкус растения вместе создают состояние мягкой собранности, когда ум не распылен, но и не напряжен. В благовониях орхидеи использовали редко, не из-за отсутствия аромата, а из-за его тонкости. Но в некоторых храмах Южного Китая легкий, почти прозрачный запах орхидеи смешивали с древесными нотами, чтобы создать дым, который открывает пространство для молитвы. В быту орхидеи жили как растения утонченного вкуса. Ими украшали внутренние сады, ставили в залах, где принимали гостей, знак уважения, спокойствия и душевной чистоты. Существовала традиция дарить орхидею тем, к кому испытывали глубокое доверие. Такой подарок означал: «Я вижу твое сердце, оно светлое». Все в китайской орхидее о внутреннем, о тихой силе, которая не нуждается в признании, о красоте, которая рождается из глубины, а не из внешнего блеска, о человеке, который развивается медленно, но верно, как корни, цепляющиеся за камень, и о том светлом духе, который не исчезает даже в тени. Когда орхидеи впервые появились в Японии, они будто сразу нашли дом. Страна, где туман поднимается над кедровыми лесами, где дождь звучит как дыхание, а воздух умеет быть мягким, словно создана для растений, которые любят тишину. И японская душа с ее вниманием к деталям, к мимолетному, к тихому, однажды просто увидела в орхидеях отражение самой себя. Орхидея в Японии никогда не была цветком для впечатлений. Она – цветок для тех,
кто умеет смотреть долго, кто не ищет яркости, а жаждет глубины. Она раскрывается медленно, почти незаметно, и именно в этом японцы увидели нечто важное. Красота может быть скромной, но при этом бесконечно сильной. Ведь чтобы расцвести так тихо, нужно большое внутреннее пространство. Старинные легенды рассказывают, что орхидеи выбирают людей, а не люди – орхидеи. Один из известных сюжетов говорит о молодом самурае, заблудившемся высоко в горах. Когда страх уже подступал к горлу, он почувствовал тонкий аромат, едва заметный, похожий на первую дневную росу. Самурай пошел за этим запахом и нашел крошечную белую орхидею, растущую в расщелине скалы. Цветок был почти невидим, но аромат чистый и спокойный, как уверенность сердца. С тех пор верили: если аромат орхидеи становится ярче, значит, ты идешь правильной дорогой. Если исчезает, сомнение затуманило душу. Когда началась эпоха Эдо, орхидеи вошли в дома самураев. Особенно полюбили фукиран, Неофинетия фальката, маленькую орхидею, которую называли танцем звезды. Внешне крошечная, почти невесомая, она требовала невероятной точности ухода. И самураи видели в этом продолжение своей дисциплины. Так же, как они оттачивали движение меча. Они учились ухаживать за растением, которое не терпит грубости и спешки. В этом была своя внутренняя практика – воспитывать в себе мягкость, не теряя силы. Со временем орхидеи стали частью придворной культуры. Их ставили в чайных комнатах, там, где каждая деталь должна была говорить о чистоте намерения. Их выращивали в маленьких закрытых садах при императорском дворе. Редкие формы передавали как семейные реликвии. Это были цветы редкой души. Так о них говорили в придворных дневниках. Но орхидеи жили не только в поэзии и легендах. Их лечебные виды, особенно дендробиумы, использовали в традиционной медицине. Отвары помогали восстанавливать силы после болезней, охлаждать огонь ума перед медитацией, укреплять дыхание, возвращать ясность после долгих путешествий. Монахи пили настой из высушенных стеблей, когда готовились к ночным практикам. Он поддерживал внимательность без напряжения. В ароматных традициях Японии орхидеи занимали удивительное место. Японская культура не любит громкие запахи. Аромат должен быть как мысль – тонким, чистым, правильным. Поэтому именно миниатюрные, почти невидимые орхидеи стали частью благовоний, которыми очищали храмы и комнаты для медитации. Считалось, что их аромат похож на прозрение. Не яркий, но оставляющий светлый след. В повседневной жизни орхидеи тоже нашли свое место. Их дарили как символ уважения и глубокой симпатии. Их ставили в домах как напоминание о внутренней тишине, которая помогает принимать решения. В современной Японии аромат орхидеи используют в практике восстановления после стресса. Он мягко успокаивает дыхание, помогает снять напряжение, вернуть себе ощущение опоры. И все же главное в японской орхидее не в медицине и не в ритуалах. Главное в том, как она говорит о человеческом пути. О внутренней дисциплине, которая не строгая, а ясная. О красоте, которая не требует внимания, но меняет пространство. О том, что глубина всегда раскрывается медленно, как лепестки, которые знают свое время. Если в Китае орхидеи – это дыхание гор, а в Японии – свет внутренней тишины, то в тропиках Юго-Восточной Азии они живут совсем иной жизнью. Здесь они – часть влажного, пульсирующего мира, где все дышит густо, как тело, прогретое солнцем. Где растения набирают силу не тишиной, а изобилием. И где орхидея – не хрупкая миниатюра, а существо, укрытое дождем и диким ветром. В джунглях Таиланда, Камбоджи, Лаоса и Индии орхидеи не прячутся в тени, они словно играют с миром.
Среди них особенно выделяется ванда коэрулея, синяя ванда, яркая, плотная, живая. Цветок, который держит влажный воздух так же легко, как тело держит тепло. Рядом с ней растут крупные дендробиумы, упругие, порывистые и темные бархатистые пафиопедиумы, скрытые в глубине леса, словно тени, которые научились цвести. Они растут на деревьях, на упавших стволах, в туманном подлеске, в местах, куда свет проникает как через воду. Их аромат здесь плотнее, насыщеннее, иногда сладкий, иногда острый, словно тропический воздух сам стал цветком. В древних культурах региона орхидея была связана с идеей жизненной силы. Она впитывала влагу, тепло, дыхание земли. И поэтому считалась растением, которое несет в себе энергию роста и телесного бытия. В странах Юго-Восточной Азии верили, что орхидеи являются детьми дождя. Там, где они растут, земля благословлена. Легенды рассказывают, что в старые времена духи леса принимали облик орхидей, чтобы общаться с людьми. Был даже обычай. Если человек находил необычный цветок, он передавал ему свое желание, будто шепот, и орхидея уносила просьбу в мир духов. В джунглях и сегодня водятся истории о звучащих цветах, орхидеях, которые будто вибрируют после дождя, как маленькие сердечки леса. Но, пожалуй, самое важное в азиатских орхидеях – их целебная сила. Здесь начинается их настоящая медицина. Одни из самых известных – дендробиумы и вайды – мощные растения традиционной лечебной системы. Их использовали для восстановления жизненной энергии, укрепления тела после болезни, улучшения зрения, восстановления женского здоровья, снять жар и воспаление. Особенно ценился дендробиум, который в Китае и Юго-Восточной Азии называли «золотом трав». Настолько он был редок и почитаем. В Индии орхидеи вплелись в систему аюрведы. Они считались растениями охлаждающей природы, которые освежают ум и успокаивают внутренний огонь. Некоторые виды использовали в эликсирах для укрепления сердца и увеличения жизненной силы оджас. Другие – в маслах и мазях, которыми смазывали кожу младенцев, чтобы дать им мягкое начало жизни. Но орхидеи были не только лекарством. В Камбодже и Лаосе девушки вплетали их в волосы, как символ легкой влажной красоты. В Таиланде цветы клали на домашние алтарики, чтобы принести чистоту и благополучие. А в деревнях Бирмы орхидеи считались растениями-проводниками. Ими украшали места перехода, от рождения до свадьбы, от дома к дороге. В ароматических традициях региона орхидеи тоже оказались удивительно значимы. Тропический воздух делает их запах насыщенным, иногда сладким, иногда фруктовым, иногда почти животным. И в старинных ритуалах женщины наносили сок некоторых видов на запястье, чтобы разбудить тепло крови и пробудить привлекательность. Это был аромат чувственности, близости, телесности, совсем другой, чем северные воздушные орхидеи. Но за всей этой силой и пышностью орхидеи Юго-Восточной Азии несут в себе глубокий символизм. Они про телесную сторону жизни, про удовольствие быть живым, про связь с природой, которая не интеллигентна и не утонченна, она сырая, влажная, мощная, бесконечно плодородная. И именно здесь орхидея становится символом жизненной энергии, страсти, зрелой женственности, творческого огня. И все же история орхидей в этой части света не только про тело и тепло. Есть еще один взгляд, совсем другой, воздушный, солнечный, почти детский. Он приходит с далеких островов Полинезии, где народ маори хранит свою легенду. У них есть история, которая звучит как песня света. Они говорят, что когда-то давно солнце, устав смотреть на землю издалека, решило спуститься к людям. Оно создало радужный мост,
тонкий, сияющий, похожий на дыхание небес. Но духи тьмы, завидующие свету, не захотели, чтобы небесное касалось земли так близко. Они разрушили мост, ударили в него с такой яростью, что он рассыпался на 1000 сверкающих осколков. Осколки падали в леса, на скалы, в туман, в 1000 укрытых от ветра мест. И там, где упал каждый лучик радуги, прорастал цветок, нежный, странный, невиданный. У каждого была своя форма, одни тонкие, как дыхание ветра, другие яркие, как огонь, третьи будто сотканы из тумана. Так, по словам маори, на земле появились орхидеи. Цветы света – осколки радужного моста, который однажды связал небо и землю. И именно поэтому орхидеи бывают такими разными. Одна – как мягкое утро, другая – как закат, третья – как тень облака. Каждая хранит свой цвет, свое сияние, свою маленькую историю света. Тропическая орхидея – это сама земля, полная соков и звуков. Цветок, который хранит пульс мира и учит тело снова дышать. Если двигаться дальше на запад, туда, где индийские ветры встречаются с Анатолийскими горами и где зима бывает сырой и колкой, история орхидей меняет ритм. Но перед тем, как войти в земли Османской империи, стоит вспомнить одно небольшое растение, которое когда-то росло на греческих холмах и дало имя всему семейству. Ятрышник, орхис, скромная наземная орхидея Евразии. Его парные округлые клубни напоминали древним грекам зародыши силы, и они называли растение орхис – яичко. От этого стеснительного, почти бытового слова позднее родилось научное имя всей огромной семьи орхидей. Именно эти клубни, плотные, теплые, напитанные землей, веками использовали как пищу и лекарство. Когда греческие и балканские земли вошли в состав Османской империи, эта древняя практика перетекла в новый мир и стала частью османского быта. Так родился напиток, который согревал зимние города – салеб. Он был спутником холодной османской зимы. Его готовили из клубней диких орхидей, растущих на склонах Анатолии, Балкан и Леванта. Маленьких, почти незаметных растений, которые прятались в траве и не стремились выделяться. Но именно в их корнях жила удивительная сила, плотная, молочная, будто собранная из сердца земли. Зимой. Клубни выкапывали, сушили и растирали в тонкий светлый порошок. Когда приходили февральские ветра и город промокал до костей, этот порошок варили в молоке, пока напиток не становился густым, как медленно растекающийся свет. Сверху добавляли корицу, и воздух сразу наполнялся мягким теплом. На улицах Стамбула зимой можно было услышать крик продавцов салепа. Салепчи. Они ходили с медными сосудами, от которых поднимался пар, и разливали напиток в маленькие чаши, что согревали руки путешественников, моряков, женщин, возвращавшихся с рынка. Салеп пили прямо на улице, как глоток возвращения к себе после холодного дня. Его давали тем, кто промок под дождем, кому тянуло грудь влажным зимним воздухом, тем, кто возвращался домой уставшим и будто растворенным в усталости города. Лекари рекомендовали салеп тем, у кого пропадал аппетит или голос, тем, кто терял сон от тревожных мыслей, и тем, чье сердце начинало стучать чуть тревожнее от переживаний. Пили его и женщины после родов, чтобы вернуть телу мягкость и силу, и больные дети, чтобы согреть их, когда лоб еще холодный, а глаза уже устали. Салеп возвращал тепло туда, где человек начинал остывать, физически и душевно. Говорили, что этот напиток собирает человека по частям. Есть люди, которые зимой словно немного распадаются. Салеп будто собирал их вновь,
возвращал телу плотность и душеустойчивость. В чайных лавках Стамбула Салеп был зимним уютом, в хаммамах – сладким завершением горячего пара, в домах – тихим вечерним ритуалом. Это был напиток не праздника, а заботы. И все же в Салепе жила не только забота. Османские врачи говорили, что в корнях этих орхидей заключена энергия, которая согревает глубже, чем огонь, и успокаивает мягче, чем слова. Она помогает человеку, потерявшему силы, медленно вернуться в свое тело, словно рука, которая ведет его обратно из тумана. В народных поверьях клубни орхидей считались символом жизненной силы и плодородия. Их форма – две округлые жемчужины, будто напоминала о двойной природе человека, о том, что мы состоим из того, чем были, и того, чем еще только станем. Потому Салеп часто давали тем, кому нужно было собраться перед важной дорогой, или тем, кто искал утешения после тяжелых переживаний. Иногда казалось, что этот напиток умеет делать то, что редко удается травам. Он возвращал человеку ощущение безопасности, как будто говорил: «Ты в тепле, можно выдохнуть». Сегодня настоящий Салеп почти исчез. Дикие орхидеи стали редкостью. Слишком много корней собирали веками. Слишком долго люди грелись этим напитком зимними ночами. И потому Салеп запрещено делать из настоящих орхидей. Их нужно беречь. Но запах этого напитка – молока, земли, корицы, влажной глины – все еще живет в старых кварталах Стамбула и в памяти людей, которые помнят, как маленькая чашка горячего Салепа могла согреть так, как согревает только живое. Но если уйти еще дальше, на другой край земли, туда, где воздух становится влажным и тяжелым, где земля пахнет темной древесиной, а лес дышит сладостью и теплом, мы окажемся в месте, где орхидеи перестали быть просто цветами. Здесь, в Мезоамерике, они были частью судьбы, частью любви, частью дыхания богов. Задолго до того, как европейцы услышали само слово «ваниль», влажные джунгли между горячим побережьем Мексиканского залива и высокими селениями тотанаков хранили тайну – лиану ванила планифолия, которая на первый взгляд ничем не отличалась от других. Она поднималась по стволам деревьев, сплеталась с корой, тянулась к полоскам света под кронами. Утром ее цветы открывались на несколько часов, словно вздыхали и исчезали. А на их месте оставались зеленые стручки, которые превращались в аромат только тогда, когда солнце сушило их медленно. День за днем, как будто готовило человека к встрече с тайной. Так родилась ваниль. Не как пряность, а как дыхание леса, как память о любви, как легенда, в которой сладость была не вкусом, а чувствами. Первым народом, который понял ее величие, были тотанаки, хранители земли Тотона Капана. Для них ваниль была не вкусом, а дыханием леса. Цветы считали священными, а плод – даром богов. Ванильные стручки они приносили в храмы, использовали в обрядах, хранили в тканевых мешочках, чтобы аромат берег дом от болезней и злых духов. Но главное – история ее происхождения. У тотанаков была легенда о прекрасной принцессе Цакапантесе, утренней звезде, и юном воине, которого она любила. Их любовь была запретной, и они попытались сбежать, скрыться в горах. Но их настигли жрецы, и влюбленные погибли. Когда их тела коснулась земля, на этом месте вырос куст, а рядом длинная гибкая лиана с нежными цветами. Когда цветы увяли, плоды начали темнеть, и воздух наполнился ароматом, которого прежде не знали люди. Тотанаки сказали: это духи влюбленных, вернувшиеся, чтобы дарить людям сладость жизни. Так ваниль стала растением любви, жертвы и соединения миров, земного и небесного.
Позже ваниль открыли майя. Они добавляли ее в священный напиток из какао. Густой, темный, горьковатый, пахнущий ночным лесом. Этот напиток давали воинам перед боями, жрецам перед молитвами и правителям, как символ власти и жизненной силы. Ваниль смягчала горечь какао и давала напитку энергию, которую майя называли огнем сердца. Когда ацтеки захватили земли тотанаков, ваниль стала данью. Тысячи стручков отправляли в столицу империи. Ацтеки называли ее «черный цветок». Ее запах считали ароматом, который нравится богам. Из нее делали напиток шоколатль, какао, взбитое с водой, перцем и ванилью. Его пили только правители и воины, напиток силы и страсти. Но ваниль была и лекарством. Ее применяли при кашле, утомлении, болезнях желудка, в женской медицине, для восстановления после родов. Считалось, что ванильный настой возвращает телу тепло, а духу – спокойствие. Ее носили как амулеты. Стручки клали в мешочки, вплетали в ожерелье, хранили дома как защиту. Ваниль была связью с предками, с лесом, с богами, с тем, что находится глубже человеческой жизни. Долгое время ваниль не покидала Мезоамерики. Только маленькая безжальная пчела, Мелипойна, умела опылять ее цветы. Без этой пчелы ваниль оставалась молчаливой, неплодоносящей. И поэтому мир еще долго не знал о ее существовании. Лишь когда испанцы попробовали темный напиток майя, сладкий аромат ванили впервые пересек океан. И тогда начался ее новый путь. Путь, который сделает ее одной из самых желанных пряностей мира. Но сердце ванили осталось там, в тропических лесах, среди влажных ветров, в легенде о любви, чье дыхание растет на деревьях. Когда ваниль впервые добралась до Старого Света, Европа была очарована ее ароматом. Теплым, сладким, живым, похожим на память о солнце. Но вскоре выяснилось, ваниль не желает раскрывать свои плоды вдали от родины. Ее цветы распускались и молчали. Каждый жил всего один день, и ни один не становился стручком. Европейцы высаживали ваниль в теплицах, переносили ее на острова, создавали идеальные условия. Но тайна так и не раскрывалась. Ваниль упорно отказывалась давать плоды. Причина была проста, но в то время никто не мог этого знать. В Мезоамерике ваниль опыляла крошечная местная пчела – Мелипона, пчела-дух тропического леса. За пределами своего дома ваниль оставалась безголосой. Она могла цвести, но не могла продолжать род. Люди смирились. Ваниль дарит аромат только на своей земле. Мир привык к мысли, что это растение невозможно уговорить, пока не случилась история, которую сейчас рассказывают как легенду. В середине XIX века французские колонисты пытались выращивать ваниль на острове Реюньон, крошечной точке в Индийском океане, среди ветров и вулканов. Они ухаживали за лианами десятилетиями, но урожая все не было. И вот однажды, в 1841 году, в этот мир, полный расчетов и неудач, вмешался мальчик. Ему было всего 12. Звали его Эдмон Альбий. Он был рабом на плантации. У него не было образования, статуса, голоса. Но было то, что невозможно отнять. Живой ум и способность смотреть на природу не сверху, а изнутри. Он наблюдал за цветками ванили долго, просто из любопытства, как ребенок, который хочет понять, почему что-то устроено именно так. И однажды он заметил то, что взрослые, образованные мужчины не замечали годами. Маленькую перепонку внутри цветка, хитрую дверцу, скрывающую пыльцу от рыльца. Эдмон взял маленькую щепочку и сделал движение, легкое, почти неощутимое. Приподнял перепонку и соединил пыльцу с рыльцем. Цветок закрылся.
И спустя некоторое время на этом месте появился стручок. Первый стручок ванили за пределами Мезоамерики. Мир изменился в одно мгновение. Секрет Эдмона оказался простым и гениальным. Он разработал метод ручного опыления, который мог повторить любой, даже ребенок. И именно этот метод подарил миру ту самую бурбонскую ваниль. Так, на островах Реюньон и Мадагаскар ваниль снова обрела голос. Не пчела, а человек стал ее союзником. Каждый цветок вручную, каждый стручок – результат человеческого прикосновения. Этот труд был огромным. На плантациях до сих пор женщины и мужчины ходят среди лиан ранним утром, пока цветок еще живет, и делают это тонкое движение – поцелуй, который соединяет два начала растения. Это почти ритуал, работа, требующая тишины, внимания и уважения. Когда стручки созревали, начиналась другая магия – процесс ферментации. Стручки собирали зелеными, потом обдавали горячей водой, укрывали тканями, сушили на солнце, терли руками, грели в ящиках. Снова сушили, снова грели. Сотни прикосновений, тепла, света. Только тогда они становились черными цветами, мягкими, гибкими, с ароматом, похожим на пульс земли. Так родилась бурбонская ваниль. Ваниль, которая путешествует по миру. Ее запах стал частью десертов, духов, свечей, детства, уюта, любви. Но мало кто знает, что этот аромат существует благодаря 12-летнему мальчику, который когда-то поднял перепонку в цветке и изменил судьбу растения. Сейчас Мадагаскар – сердце мировой ванили. Каждый стручок – как маленькая история. Солнечные дни, влажные ночи, ручные прикосновения людей, запах древесных сушилин. Ваниль здесь не просто пряность, а живое существо, созданное союзом человека и тропиков. И если Мезоамерика – это рождение ванили как легенды, то Реюньон и Мадагаскар – ее рождение как дар миру. Ваниль стала путешественницей, но ее душа осталась той же – цветком, который дает плод только тому, кто понимает ее тайну и относится к ней бережно. Когда на Мадагаскаре и Реюньоне созрел первый вручную опыленный стручок, светло-коричневый, еще влажный, чуть дрожащий от тепла солнца, никто не мог представить, что именно он изменит вкус целого континента. Местные фермеры видели в нем просто удачу, знак того, что цветок наконец открыл свое сердце человеку. Но далеко-далеко, за океаном, в Европе, этот маленький плод уже ждали, хотя сами об этом не знали. Там, в холодных оранжереях Парижа и Лондона, среди иноземных растений, за которыми ухаживали с почти религиозным усердием, европейцы все еще пытались понять саму природу орхидей. Они коллекционировали их как драгоценности, спорили о классификациях, изучали каждую форму лепестков. Но тайна ванили ускользала от них так же быстро, как исчезали ее однодневные цветы. И вот впервые стручок, выращенный за пределами Мезоамерики, пересек океан. Его привезли как редкость, как невероятную удачу, как доказательство того, что загадку растения можно разгадать. Аромат, заключенный внутри, был теплым, глубоким, почти магическим. Он пах не просто сладостью, он пах землей, солнцем, водой и руками, которые прикоснулись к цветку в тот единственный утренний час, когда это возможно. Европа вдохнула этот аромат и словно проснулась. Сначала ваниль была роскошью. Ее подавали на приемах при дворах, добавляли в редкие десерты, вручали как подарок, равный драгоценным камням. Она была вкусом мира, который еще не принадлежит Европе. Потом страсть. Парижские кондитеры начали экспериментировать. Кремы, ликеры, шоколад, печенье.
Ваниль стала языком сладости, мягкости, чувственности. Одновременно с этим в европейских городах росли стеклянные оранжереи, где цветы орхидей стали чуть ли не предметом поклонения. И именно там, среди влажного воздуха под стеклянным куполом, зародилась новая мода, новая эстетика – орхидомания. Так, две отдельные истории. Мексиканская легенда о любви и тоске и труд мальчика Эдмона на далеком вулканическом острове неожиданно встретились в Европе. И вместе породили настоящий культ орхидей, культ ванили, культ экзотики, которой хотелось владеть, касаться, переносить к себе домой. Ваниль уже была не только черным цветком ацтеков, и не только подарком богов тотанаков, и не только лианой, которую научили говорить человеческими руками на Мадагаскаре. Теперь она становилась частью Европы, мягким, теплым ароматом, который смягчал строгость викторианских салонов, подпитывал фантазии поэтов, вдохновлял парфюмеров и вплетался в тот бурный, почти безумный интерес ко всему экзотическому, который охватил XIX век. Так из тропических лесов Мезоамерики и влажных склонов Индийского океана ваниль шагнула в мир, где ее ждали роскошные оранжереи, стекло, свечи, шелк и мечты. Но вместе с ванилью в Европу пришло и другое движение. Эпоха, когда орхидеи в целом перестали быть просто растениями. Туда попадали первые катлии, томные фаленопсис, афродития, странные башмачки по фиопедилам и редкий дендробиум, привезенные из далеких тропиков. И именно здесь начался новый этап. Время, когда орхидеи стали символом страсти, тайны и красоты, выходящей за привычные пределы. В Европу орхидеи пришли как чужие гости из далеких земель, но сразу вызвали что-то похожее на тайную лихорадку. Это было время, когда мир расширялся. Корабли возвращались из Индии, Южной Америки, Африки, привозя с собой то, о чем никто не мог мечтать. И вдруг в викторианской Англии, среди туманов, строгих нравов и зашнурованных корсетов, появились цветы, которые выглядели так, словно их создал не ботаник, а художник мечты. В XIX веке Европа потеряла голову. Орхидеи стали символом экзотики, страсти, тайного удовольствия. Люди, которые никогда не видели джунглей, внезапно захотели владеть кусочком дикой красоты, цветком, будто выпавшим из мира духов. И началась орхидомания. Это была настоящая охота. Коллекционеры нанимали экспедиции, отправляли людей в опасные страны, чтобы те нашли невиданный цветок. Некоторые экспедиции пропадали, другие возвращались с несколькими уцелевшими растениями, а иногда с мешками редчайших видов, вырванных из лесов вместе с корнями. Корабли тонули, и вместе с ними исчезали тысячи орхидей. Были истории о том, как в трюме, забитом ящиками с цветами, тропические орхидеи расцветали в темноте, словно пламенели. В английских салонах орхидеи стали модой. Они стояли в стеклянных оранжереях, где поддерживали тропическую влажность. Туда приходили гости, как в маленькие музеи мира. Аристократки устраивали орхидейные приемы. Цвета платья выбирали под цвет цветка. Дамские духи создавали по мотивам его аромата. Орхидея стала знаком роскоши, знаний, властью над экзотикой. Но была и другая сторона, скрытая. В викторианской культуре орхидея стала символом женской сексуальности, той, которую нельзя было назвать вслух. Ее форма, живая, чувственная, почти бархатная, казалась слишком откровенной на фоне строгих нравов. И потому орхидею часто дарили не как цветок, а как намек. Как язык подспудных желаний, закодированных в лепестках. Писатели использовали орхидеи как символ таинственного, внутренне раскрывшегося. У Оскара Уайльда
Они появляются как часть эстетики декаданса. Цветок, который красив настолько, что почти опасен. А у художественных критиков орхидеи становились образом избыточной красоты, той, что может свести с ума. В это же время в Европе появился новый жанр – орхидейные романы. История о коллекционерах, путешественниках, опасных экспедициях. И все они были не только о цветах, но о человеческой жажде красоты, которой не хватает в привычном мире. Но орхидеи в Европе были не только страстью и модой. С ними была связана и наука. Сам Дарвин посвятил им книгу об опылении орхидей и увидел в их сложных формах доказательства удивительной тонкости эволюции. Он называл их загадками природы, которые можно разгадывать всю жизнь. Что касается ароматов, здесь Европа открыла для себя ваниль. Ванила планифолия, мексиканская орхидея, дала миру один из самых узнаваемых ароматов. Сладкий, теплый, обволакивающий. Ее запах стал символом уюта и удовольствия, и одновременно утонченного искушения. Европейские парфюмеры увидели, что аромат орхидей умеет играть с душой мягко, глубоко, как прикосновение. Внутренний образ орхидеи в Европе стал двойственным. Цветок нежности и цветок страсти. Цветок роскоши и цветок тайны. Цветок, который требует внимания и дарит чувство выхода за пределы обыденности. Для европейцев орхидея стала символом той части человеческой природы, которая стремится к необычному, к красоте, не похожей на земную, к прикосновению к другому миру, пусть даже через хрупкий лепесток. Если китайская орхидея говорит о чистоте, японская о тишине, тропическая о жизненной силе, то европейская о мечте, о стремлении увидеть что-то такое, что заставляет сердце ускориться, о красоте, которая чуть-чуть опасна, о желании прикоснуться к чуду, пусть и мимолетному. Таков путь орхидей в мире, а теперь то, что они открыли мне. При работе с абсолютом ванили Мадагаскар очень быстро становится заметно. Это не просто аромат мягкости. Ее действие направлено в гораздо более глубокий пласт. В тот уровень бессознательного, где зарождаются намерения, где формируются первичные движения души. И именно там ваниль поднимает очень специфический слой. Тот, где желание перестает быть стремлением к росту и превращается в поиск ресурса ради самого ресурса. Это не про жадность в бытовом смысле. Это про внутреннее смещение акцента, когда человек стремится получить силу, внимание, признание, удовольствие, не задавая себе вопрос: а куда я хочу направить то, что получу? А что я готов дать взамен? А служит ли это моему развитию? В таких случаях внутренняя энергия начинает вращаться по кругу. Желание идет не вверх к смыслу, а вниз, к компенсации. Именно это внутреннее искажение ваниль делает видимым. Она высвечивает желания, в которых нет намерения к росту. Стремление получить комфорт, но не пройти путь. Попытку заполнить внутреннюю пустоту внешними ресурсами. Движение «дай мне это просто потому, что я хочу», в котором нет зрелости. Фокус на материальном, который теряет связь с духовным выбором. На уровне символики ваниль как будто спрашивает: для чего ты хочешь то, что хочешь? И если намерение искажено, если в нем нет стремления к развитию, если оно направлено только на компенсацию или выгоду, аромат это дает прочувствовать, иногда неожиданно отчетливо. Во многих традициях сладкие растения считаются испытанием намерения. Они проверяют, насколько человек выбирает путь созревания, а не путь мгновенного насыщения. Абсолют ванили резонирует именно с этим местом. Она поднимает слой, где человек осознает разницу между желанием,
получить и желанием расти, между стремлением заполнить пустоту и стремлением раскрыть свою сущность. Если в человеке присутствует внутреннее повреждение, когда духовное стремление ослаблено, когда материальное ставится впереди смысла, когда выбор делается из боли, а не из зрелости, ваниль делает это прозрачным. Это аромат, который помогает увидеть, где я ищу ресурс для души, а где просто, чтобы закрыть внутреннюю дыру, служит ли мое желание росту. И когда эта ясность появляется, желание начинает трансформироваться из потребности взять в стремление созидать. И в этой ясности появляются тонкие сдвиги. Человек вдруг понимает, что его намерение может быть направлено не туда, что в нем есть повреждение, смещение в сторону материального, которое теряет связь с тем, что должно быть главной осью, с духовным развитием, с устремлением к внутренней зрелости. Абсолют ванили создает пространство, в котором становится невозможно не увидеть правду. Правду о том, какими путями движется желание, какой силой оно наполнено. И когда это становится очевидным, возникает тихий разворот. Намерение перестраивается не через усилия, а через осознание. Сладость перестает быть способом закрыть дыру и становится импульсом к раскрытию. У СА2 экстракта ванили бурбон есть одна редкая способность. Он поднимает не только личные искажения намерения, но и те, что пришли издалека, из истории семьи, из опыта предков, из того слоя бессознательного, который передается не словами, а внутренними решениями, когда-то сделанными задолго до нашего рождения. Когда аромат раскрывается, он касается того глубокого места, где соединяются личная воля человека и родовая память. И именно там он подсвечивает ошибки, которые не всегда принадлежат самому человеку. Иногда это чужие шаги, чужие компромиссы, чужие попытки договориться с тьмой, чужая подмена добра ложной выгодой. У экстракта ванили есть особая глубина, которой нет в других формах ванили. Если абсолют работает с намерением и мягко показывает, куда направлено желание, то СА2 экстракт касается слоя, где хранятся самые тяжелые ошибки души. Ошибки не в действиях, а в выборе пути. Он резонирует с тем опытом, когда человеку давалась сила для роста, для знания, для созидания. Но эта сила была использована иначе. Эгоистично, вынужденно, под давлением чужих интересов. Или же была подавлена до такой степени, что человек перестал чувствовать, что она вообще существует. Это то самое состояние, когда внутренний свет был предназначен для созидания, а оказался втянут в сценарии, где им воспользовались, или где человек сам неверно распорядился своей энергией. Следы такого опыта остаются глубоко, в памяти бессознательного. Чувство неправильного направления, внутренней путаницы, ощущение, что шаги в будущее ведут не к свету, а к бездне. И экстракт ванили высвечивает именно этот слой. Он делает видимым момент, когда человек однажды поверил, что можно договориться со своей тенью, что можно слегка уступить злу внутри, чтобы оно успокоилось и не мешало жить. Это древнее заблуждение, будто тьма умеет благодарить за компромисс. Аромат вытаскивает наружу эту ошибку, ту внутреннюю сделку, которую человек когда-то заключил с собой, пытаясь смягчить то, что нужно было исцелить. И когда она становится явной, вдруг проявляются и другие искажения. Когда добро принимает вид слабости, когда зло маскируется под помощь, когда белое называют черным. И делают это так убедительно, что человек начинает сомневаться в собственном свете. Экстракт ванили не дает просто наблюдать это со стороны. Он обращает восприятие внутрь, туда, где начинается разворот пути, в
том самом месте, где человек хотел бы идти к светлому будущему, но почему-то постоянно сворачивает в сторону, будто какая-то невидимая рука направляет в тень. Этот экстракт делает причину такого движения явной. Он словно поднимает на поверхность карту, на которой видно, какой выбор был искажен, где было подменено намерение, где человек услышал чужой голос вместо своего, где внутренняя сила была отдана туда, куда она не должна была уходить. И в этот момент возникает возможность развернуться, потому что ваниль делает видимым то, что раньше было скрыто так глубоко, что человек считал это частью себя. Ваниль-бурбон возвращает способность различать, где истинное добро, а где маска, где свет, а где иллюзия, которая только притворяется светом, где настоящая дорога, а где тот самый перевертыш, который уводит не туда. Это аромат, который выводит из лабиринта, но делает это через честность, ту, которой человеку иногда не хватает, чтобы увидеть свою собственную тень в свете истины. Орхидеи всегда лечили не только тело. Во всех культурах, от Китая до Мезоамерики. Их воспринимали как растения, работающие в тех слоях, где слов почти не существует. В местах внутренней хрупкости, в переживаниях, от которых человек отворачивается, в тихих трещинах души, которые становятся заметными только ночью. И, может быть, именно поэтому в античности существовала легенда об Орхисе. Юноше, в котором смешались две природы – нежность света и дикая сила инстинкта. Он не принадлежал ни одному миру полностью, и его внутренний разрыв оказался смертельным. Но там, где он погиб, выросли орхидеи – цветы, вобравшие в себя красоту, чувственность и тонкую тень. Греки говорили, что орхидея – это символ тех состояний, которые тянут человека одновременно в свет и в тревогу. Тех чувств, от которых хочется убежать, но именно они делают человека живым. Орхидея напоминает о двойственности, которая есть в каждом, о свете, который ищет форму, и о тени, которая просит быть увиденной. И когда смотреть на это через призму медицины и ароматерапии, становится ясно. Орхидеи всегда работали не с симптомами, а с тем, что нарушает связь человека с самим собой. Они помогают тогда, когда эмоции становятся резкими и ломкими, когда тело уходит в холод, когда тишина внутри превращается в тревогу, когда человек утрачивает способность слушать собственные движения души. Орхидеи собирают человека. Так же, как Салеб когда-то возвращал тепло телу, тропические экстракты орхидей возвращают тепло чувствам. Они словно расправляют те внутренние места, которые сжались от стыда, боли или усталости. Помогают вернуть мягкость, которая была потеряна, и ясность, которая ушла в глубину. Орхидея напоминает, что внутренние трещины – не место, где мы ломаемся, а место, где свет находит дорогу. Что тень внутри не враг, а карта. Что желание не враг духовного пути, а его топливо, если намерение чисто. Что родовые ошибки не приговор, а дверь в собственное освобождение. И что путь души, как путь самой орхидеи, из тени к свету через тонкую форму, хрупкость, медленное раскрытие. Когда человек постепенно становится тем, кем он должен быть. Орхидея – это напоминание. Ты можешь быть хрупким и сильным одновременно. Светить даже в тени. Идти своим путем, даже если когда-то путь был искажен. Ты можешь раскрыться мягко, но все равно раскрыться. И может быть именно поэтому люди по всему миру всегда тянулись к орхидеям. Не потому, что они редки или красивы, а потому, что в их хрупком теле отражена структура человеческой души.